Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике разбор компании и сектора технологий, индустрии полупроводников компании Nvidia. В предыдущем ролике я делал разбор компании Intel, оценивал ее по 5 ключевым показателям и определял для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. А в сегодняшнем ролике мы рассмотрим Nvidia и оценим ее по 5 ключевым показателям, оценим ее справедливую стоимость и определим, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к Nvidia и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала знакомимся с компанией Nvidia. Nvidia стала пионером в области ускоренных вычислений, помогающих решить самые сложные вычислительные задачи. С тех пор, как мы изначально сосредоточились на графике для ПК, мы расширились до нескольких других крупных и важных областей с интенсивными вычислениями. Мы специализируемся на рынках, на которых наши вычислительные платформы могут обеспечить колоссальное ускорение приложений. Эти платформы включают в себя процессоры, межкомпонентные соединения, программное обеспечение, алгоритмы, системы и сервисы для обеспечения уникальной ценности на рынке. Наши платформы ориентированы на 4 крупных рынка, где наш опыт имеет решающее значение. Это игры, профессиональная визуализация, центры обработки данных и автомобилестроения. Что касается роста финансовых показателей, то на данном слайде можно увидеть растущий тренд, а именно растет выручка компании, ее прибыль, свободный денежный поток. По количеству акций, находящихся в свободном обращении, мы видим боковое движение. Компания периодически выкупает свои акции, а затем выполняет доп. Эмиссию. В отчете за первый квартал компания проинформировала инвесторов о своем плане по программе обратного выкупа акций. За первый квартал компания выплатила своим инвесторам 99 миллионов долларов в виде дивидендов. Совет директоров 2 мая 2021 года одобрил обратный выкуп акций до декабря 2020 года на сумму порядка 7 миллиардов долларов. По состоянию на конец первого квартала 2020 года компания не выкупала своих акций. Что касается маржинальности бизнеса, то она растет и в настоящее время составляет порядка 26-28%, что является высоким результатом. Рентабельность активов, инвестиций и собственного капитала растут. По активам. Активы у компании растут, как и обязательства. Активов больше, чем обязательств – это положительный сигнал. Растет также акционерный капитал. По долговой нагрузке она меньше собственного капитала и составляет 35% к собственному капиталу. С долговой нагрузкой у компании проблем не возникает. По дивидендам и их динамике. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды, они составляют менее 1%. С конца 2018 года компания их не увеличивала. Если посмотреть на пятилетний рост дивидендных выплат, то они составляют в среднем 7,5% из года в год. Компания могла бы платить и больше дивидендов и увеличивать их на более существенную сумму, ведь она всего направляет не более 5% от прибыли на выплату дивидендов. Основную часть денежного потока она направляет на развитие своего бизнеса, активно инвестирует и расширяет свою сферу деятельности. По данному слайду можно заметить на ростовой потенциал Nvidia за прошедшие 10 лет. Она росла существеннее, быстрее индекса S&P 500. В среднем из года в год возвратный капитал составляет порядка 38%. Это прекрасный результат. Но будет ли также продолжаться в будущем и насколько инвестиция в данную компанию рациональна с точки зрения долгосрочного инвестирования, давайте разберемся дальше.
Nvidia объявила, что проводит сплит акций 4 к 1. Это хорошая новость. Это совсем другое, чем выпускать больше акций, то есть доп. Эмиссия акций. Когда компания выпускает больше акций, это значит, что если бы вы владели 5 акциями компании, они выпускают еще 1 000 000 акций, то вы по-прежнему владеете 5 акциями компании, несмотря на то, что они увеличили количество акций на 1 000 000. При разделении акций 4 к 1, то есть сплит акций, если вы бы владели 5 акциями, когда они делят акции, вы теперь владеете 20 акциями. Поэтому у вас акции не разбавляются в общем их количестве, как это делается при дополнительной эмиссии. Похожая ситуация была в прошлом году, когда сплит акций был объявлен по компании Apple. Тогда акции стоили по $400. После сплита акций 4 к 1 инвесторы были наделены дополнительными акциями в 4-кратном размере. И цена после сплита опустилась до $100. Когда компания объявляет сплит акций, то это хорошая новость. И это хорошая возможность для инвесторов с небольшим капиталом, так как после сплита акция снижается на величину пропорциональную сплиту. То есть, допустим, цена до сплита составляет $700, а после сплита 4 к 1 акции после этого будет стоить $175. Это тонкая психология, которой пользуются компании для привлечения инвесторов с небольшим капиталом. Например, акции компании Berkshire Hathaway, которой владеет Уоррен Баффет, никогда не делала сплит акций, и стоимость одной акции в настоящий момент составляет порядка $417 тысяч, потому что он привлекает инвесторов, преданных компаний, долгосрочных инвесторов, а не спекулянтов-трейдеров, которые манипулируют рынком. Что касается мнения аналитиков, то в этом плане не все так однозначно. Из 27 аналитиков 26 за покупку, 1 за удержание и 0 за продажи. На последующие 12 месяцев, по мнению аналитиков, наименьшая цена за акцию будет составлять $600, наибольшая цена $1000, а средняя консенсус цена $792, то есть рост в 9% от текущих отметок. Цена Nvidia в последнюю неделю хорошо скорректировалась после бурного роста, и я думаю, что это еще не предел. По прогнозу на будущий период ожидается увеличение финансовых потоков, но не стоит забывать, что в цене уже заложен будущий потенциал компании. Компания действительно заслуживает внимания. Если у вас есть данная компания в портфеле, то не стоит беспокоиться о нее и ее просадках. Но если вы хотите купить данную компанию, то стоит подождать точек входа, так как, по моему мнению, сейчас она стоит дороговато. Компания ожидает по итогу 2021 года увеличить свою выручку на 50%, а прибыль на 127% по сравнению с 2020 годом. Также компания ожидает увеличить свою маржинальность. На 2022-2023 года ожидается увеличение выручки и прибыли в среднем на 10%. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, я сделал расчет по справедливой стоимости акции на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе стоимости компании. По моим расчетам, стоимость акции будет составлять порядка $832. При текущей цене акции в $725 цена выглядит перекупленной. Внутренняя норма доходности при цене акции в $725 на горизонте 10 лет будет составлять 7,1%. И по таблице вы можете заметить, как я увеличивал и уменьшал стоимость акции на 10%. И чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность она будет приносить. И если цена будет стремиться к $544, то доходность будет составлять 11,3%, что будет являться неплохим результатом с двухзначной нормой доходностью. И если цена будет снижаться до этого уровня, то я непременно подумаю над инвестицией. По данному слайду мы видим, как цена акций скорректировалась после бурного роста и достижения своего максимального уровня. Также я обозначил вход инсайдера, который был 3 декабря прошлого года. Вход практически по $537. Две зеленые горизонтальные линии – это возможные уровни входа, по моему мнению, и возможно компания к ним еще сходит. Это будет хорошей возможностью для входа. Примерно от $600 и ниже можно рассматривать первый уровень покупок. Также не стоит забывать о предстоящем сплите акций, и как отреагирует рынок, сложно предположить. То есть после сплита акций 4 к 1 уровень набора позиций будет составлять от $150 или ниже. Давайте теперь подведем итог. По оценке базовых мультипликаторов, как было упомянуто ранее, компания выглядит перекупленной. PE 85 является высоким значением. Но стоит иметь в виду,
что среднее значение PE по NVIDIA за 10 лет равно 30, что является также высоким значением, то есть компания торговала всегда по высокому мультипликатору цены к прибыли. По мультипликаторам P на S и P на B также высокие значения. По цене к свободному денежному потоку не все так однозначно, хотелось бы видеть его меньше. Рентабельность собственного капитала на высоком уровне, растет акционерный капитал, высокая маржинальность порядка 28%. Прогноз на будущий период позитивный, но в 2022 и 2023 году ожидается существенное снижение выручки и прибыли, то есть такого однозначного роста уже не будет. Аналитики склоняются к росту на 9% от текущих отметок. Была зафиксирована покупка инсайдером компании по $536, который посчитал эту стоимость привлекательной для инвестиций, о чем мои расчеты также говорят при условии долгосрочного инвестирования. Компания выпускает акции, в этом плане хотелось бы видеть обратную динамику. Подведем итоги всего вышесказанного. Рост выручки, да, он есть, средний рост за 3 года 20%. Рост прибыли, да, она растет, с этим вопросов не возникает. Свободный денежный поток также растет. Долг к собственному капиталу составляет 41%, что является допустимым значением. И справедливой стоимость акций нет. В этом плане компания не проходит отбор по 5 ключевым параметрам. Компания взлетела, ее котировки улетели в космос. Это нерациональная инвестиция. Сейчас это очень нагретая бумага. Я бы подождал по ней коррекцию процентов на 25-30, что являлось бы для нее справедливой стоимостью. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле? Также пишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!